Мужчина по имени Сергей был заядлым рыбаком и часто искал уединенные места, где мог бы насладиться тишиной и покоем. В этот раз он выбрал причал у живописного озера, окруженного зелеными холмами и густыми деревьями. Утро было спокойным, и только звуки природы нарушали тишину. Сергей установил свои снасти, забросил удочку и стал ждать, когда рыба начнет клевать. Прошло несколько часов, и он уже поймал несколько хороших экземпляров, когда вдруг его внимание привлек грохот за спиной. Сергей обернулся и увидел огромного крокодила, который медленно приближался к нему. Сердце его забилось быстрее, он знал, что крокодилы могут быть опасными, особенно если они чувствуют угрозу или голод. Крокодил, не обращая внимания на окружающее, подошел ближе и, внезапно схватив Сергея за штанину, потянул его к воде. В панике Сергей попытался вырваться, но хватка была слишком сильной. Он понимал, что если не предпримет меры, то окажется в пасти этого хищника. В его голове проносились мысли о том, как он оказался в такой ситуации. Сергей быстро осмотрелся и заметил свой охотничий нож, который лежал рядом на причале. В отчаянии он схватил его и, не раздумывая, ударил крокодила в глаз. Крокодил издал громкий рев и на мгновение ослабил хватку. Это дало Сергею возможность вырваться из его лап. Он бросился к краю причала, не оглядываясь, и, добежав до безопасного расстояния, остановился, чтобы перевести дух. Сергей не мог поверить, что ему удалось сбежать. Он чувствовал, как адреналин бурлит в его венах, и его руки дрожали от страха и шока. Он посмотрел назад и увидел, как крокодил, все еще сердитый, вернулся в воду, исчезая в глубине озера. После этого инцидента Сергей собрал свои вещи и, решив, что на сегодня с рыбалкой покончено, направился к своему автомобилю. Он знал, что больше никогда не вернется в это уединенное место. Эта встреча с дикой природой навсегда останется в его памяти, как напоминание о том, что даже в самых спокойных местах может скрываться опасность. С тех пор Сергей стал более осторожным и всегда проверял окружающую среду, прежде чем отправляться на рыбалку. Он продолжал ловить рыбу, но теперь с уважением относился к природе и ее обитателям, понимая, что они могут быть непредсказуемыми. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.